Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 25 апреля. Поговорим о народном календаре, поговорим о народных приметах и уделим внимание обязательно лунному календарю. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Итак, друзья, 25 апреля, понедельник, и в православной церкви чтят память преподобного Василия Исповедника, епископа Парийского. Святой Василий жил примерно в 8 веке в городе Парии, который территориально был расположен в современной Турции. Его почитали как пастыря стада Христова. Преподобный был избран жителями своего города на епископскую кафедру и уважался людьми за свою добродетельность и благочестие. При иконоборческой ереси Василий отказался от уничтожения святых икон и всячески препятствовал движению против православия. За такие действия он был подвержен критике, гонению, издевательствам и нищете. До конца своих дней святой Василий скитался, но был верен и предан православной вере. Название сегодняшнего дня у крестьян, как называли, как День Василия Парийского, Василий Парильщик или Камоедица. Праздничный день так назван в честь паркой и душной погоды. Снег за окнами уже таял окончательно, а талая вода ходила в землю. А солнце уже так тепло и ярко светило, что, подогревая почву земли, та испаряла жидкость в воздухе и создавала такой парниковый эффект. В этот праздник говорили: «Не святого Василия земля парится, как старуха в бане той». А зайчики бегали по полям, дабы набиться и подкормиться, собирая всевозможные коренья, травки разные, чтобы в парной жарче и духоватее было. На Василия Парильщика охотились на зайцев, а идя по лесу проговаривали: «Заяц, заяц, выскочи из куста». И это помогало им обнаружить дичь. В этот день очень осторожно ходили по лесу и никогда в одиночку не ходили на охоту. Страхи такие появились из-за того, что в этот день могли просыпаться с зимней спячки медведи, бродить или вовсе выйти с голодными с берлоги в поисках пищи. Они могли легко прятаться в кустах и за деревьями, ожидая свою добычу для вкусного ужина. Зайцы вели себя неспокойно, выпрыгивали из своих норок в поисках легкого корма. Жизнь их была далеко не легкой. Они убегали и прятались от людей, то от хищных зверей. Охотники обычно говорили за зайцев, которые сменили белую зимнюю шкурку на серую весеннюю, так: «Бедный заяц совсем седой, навидался он немало беды». Сегодня молились святому преподобному Василию. Молитвы и просьбы были направлены на увеличение силы и храбрости у человека. Иногда народ просил также и о лечении и избавлении от болезней. Сильное желание избавиться от женской тоски по любимому человеку имели многие брошенные девы и вдовы. С раннего утра до восхода солнца стояло по традиции пойти к водоему и прочесть или пропеть специальные слова, которые им давали знахари и колдуны. Вслед за этим нужно было хорошенько обрызгать свое лицо левой рукой, и затем тоску по любимому должна была пропасть навечно. Вода, которую заговаривали особым способом на большой праздник святого Василия Парильщика, обладала, по рассказам, большими силами. Ее пили, ею умывались, купали в ней годовалых детей, а все потому, что считали, что она обладала свойствами, которые укрепляли здоровье человека. Ее любят пить, и ее часто умывались. 25 апреля отлично начинать какое-либо лечение, заниматься профилактикой какой-либо болезни или поддерживающей процедуры. Считали, что в этот день станет очень большим и мощным началом для корректировки или поддержания вашего здоровья, которое вам скажет только спасибо и положительно скажется на близких людях.
Увидите, как ваши ребята, которые увидят этот результат, захотят также окунуться в свое здоровье. Поддержите их обязательно и дайте правильный и профессиональный совет. Также в этот день стоит не употреблять мясо или вовсе отказаться на пару дней. Так говорят, друзья, у нас народные приметы. Пусть ваш организм немного отдохнет. Сделайте упор на свежие салаты, каши или нежирные жидкие блюда. Так организм и органы в целом немного разгрузятся и восстановятся от перегруза. Если сегодня шел дождь и было влажно, то, скорее всего, будут еще несколько дней дожди и порывистый ветер. Старайтесь в такую погоду одеваться и беречь свое здоровье. Не спешите скидывать теплые вещи и одевать короткие куртки и легкие туфли. Сейчас не самое лучшее время все-таки для болезни, а погода через пару дней обязательно наладится и будет вас опять радовать. И вы сможете уже одеть свои любимые легкие вещи. Если сегодняшний день был теплый и комфортный, то сезон ждали урожайным. Так говорили наши предки, когда чувствовали приходящее сезонное и жаркое солнце. Рассказы о таком дне ходили разные. Говорили, например, париться, как старуха в бане. Когда данная примета оправдывалась и солнце так грело, что землю парило, то и можно было рассчитывать на хороший урожай. А если был солнечный день, но холодное утро, лето ожидали засушливое и вовсе не урожайное. В саду можно было заметить, как начинает цвести ива, черемуха, душистый тополь. Ранние сорта крыжовника и вишни расцветают, а у яблони наступает уже вегетационный период, когда требуется еще больший уход. Сегодня не стоит трудиться, затевать уборку в доме, заниматься рукоделием. Поберегите силы и постарайтесь сегодня все-таки отдохнуть. Если давно не были в бане или в сауне, сегодня самое время, да и праздник подходящий – Василий Парильщик. Банные процедуры, джакузи или сауна со спа – самое оно для крутого отдыха и проведения времени. Домашние вопросы постарайтесь решить заранее, так как готовить сегодня не сможете, или будьте готовы к заказу еды на дом. Именины празднуют сегодня, 25 апреля, Василий, Анфиса, Давид, Иван, Иоанн и Исаакий. Не забудьте поздравить и своих друзей и близких и пожелать им и их ангелам-хранителям добра и радости. Также обращаем ваше внимание, что на промысел сегодня не ходили рыбаки и охотники. Особенно опасно появляться в тех местах, где живут медведи. Существовало народное поверье, что именно в Васильев день они голодные и злые и выходят из своих берлог. Также нельзя было ходить в этот день непомытым, неумытым, в грязной или вчерашней одежде. Плохая примета, которая говорит нам о том, что проблемы долго не решатся или могут появиться проблемы из прошлого, о которых вы уже успели, скорее всего, позабыть. Также в этот день, друзья, не нужно ссориться и не нужно думать о ком плохо в этот день, иначе все вернется бумерангом. Также в народе верили, что нельзя расчесывать волосы в этот день, иначе можете привлечь определенные неприятности. Также в этот день по народному календарю запрещалось устраивать любые поминальные обеды. Вот, друзья, у нас с вами такой народный календарь на 25 апреля 2022 года. Ну а далее, друзья, мы с вами поговорим о лунном календаре на 25 апреля. По лунному календарю, друзья, нас с вами ожидают 24 и 25 лунные сутки. Убывающая луна в знаке зодиака Рыбы. По лунному календарю, друзья, приходится признать, что энергетика этих суток тяжелая и темная, и при всем при том очень мощная. Существует большая вероятность, что такая энергия провоцирует человека на агрессию и насилие. В этот день легко поддаться бредовым идеям, ввязаться в авантюру. Сегодня один из дней обольщения. В этот день в человеке легко высвобождаются инстинкты захвата. Также появляется большой аппетит и склонность к дракам. Поэтому очень важно, друзья, чтобы вы держали все-таки себя в руках.
Также обращаем ваше внимание, что в этот день пробуждаются силы природы, которые, с другой стороны, помогают созиданию. И вот в человеке пробуждается вот эта неуемная такая сила, которую каждый из нас все-таки должен и ней правильно воспользоваться. Поэтому, если у вас есть возможность, у вас сегодня выходной день, проведите день спокойно, без лишней возни и суеты, особенно если сил у вас недостаточно. А также вы можете быть деятельным и активным, как положено в этот день сильным людям. Но помните, что выбор только за вами. Вам виднее, сильный вы или слабый вы человек. Что же касательно стрижки волос, то стрижка волос лучше все-таки отменить, потому что все-таки результат стрижки вас сильно расстроит. Если укоротить волосы в этот день, это негативно скажется на здоровье всего организма. Тусклыми и безжизненными волосы может также сделать завивка или окрашивание. Поэтому наиболее удачным выбором сегодня станут просто распущенные волосы, простые косы или конский хвост. Обновить образ можно с помощью наращивания. Оно может быть удачным, если вы не станете чрезмерно увеличивать длину собственных волос. Не лишним будет сделать и питательную маску для волос или помыть их настоем крапивы. В результате волосы будут казаться гуще, здоровее и ярче. Что же касательно окраски волос, то окраска волос натуральным красителем в темный оттенок поможет создать хорошее впечатление на вашего шефа или коллегу. Также постарайтесь сегодня волосы уложить крупными волнами для того, чтобы привлечь природную энергию. Также обращаем ваше внимание, что сегодняшний день, к сожалению, неудачен для путешествий, а также для безделья и грусти. Вот такой, друзья, у нас с вами сегодня день, 25 апреля по народному календарю. Все-таки будьте осторожнее, будьте внимательнее, уделяйте внимание своей энергии, и мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогут в жизни. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, друзья, ставьте лайки, мы с вами услышимся в следующем видео.